Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я только что сделал настоящее сливочное масло из самого простого свиного жира. Вот такое получилось вкусное и обалденное. Его можно вот так даже кушать, намазывать на хлеб, все замечательно. Сейчас я покажу, как можно из свиного жира сделать сливочное масло. Да, не переключайтесь, потому что сливочное масло будет не для того, чтобы намазывать на хлеб, а для того, чтобы из него делать вкусную выпечку, кондитерскую. У меня есть самый простой свиной жир. Вот здесь на донышке еще есть немножко коричневого налета, который остался после его вытапливания. Жир имеет нейтральный аромат. Вот этот налет я аккуратненько вот так ножом снимаю. На этом жирке с налетиком прекрасно жарить мясо или использовать его вместо фритюра. Для того, чтобы получилось сливочное масло высокого качества, главное соблюдать пропорции. 514 грамм. Как сделать вкусно, правильно и быстро полезное сливочное масло из обычного свиного жира, смотрите дальше. Жир я помещаю в кремовзбивалку. Пока жир взбивается, я расскажу, как я делал прекрасный, вкусный сливочный маргарин из бараньего жира. У меня было очень много бараньего жира, и я не знал, как его эффективно использовать. И я сам придумал прекрасный способ, как сделать обалденный маргарин из бараньего жира. Я на этом маргаринчике делал замечательные бисквиты, вкусные печенюшки, песочные и разную выпечку. И даже на бараньем жире, который имеет свой ярко выраженный аромат, все получалось вкусно. И никто из самых искушенных ценителей не мог догадаться, что эти все вкусные бисквитики получались из бараньего жира. А на свином жире еще все получается вкуснее, потому что жирок обалденно пахнет, чистый нейтральный аромат у него. И теперь сейчас все будет супер. Свиной жир сначала я перемешиваю на тихом ходу в тестомесо или кремовзбивалке. Когда жир слегка перемешается, я повышаю обороты. Смотрите, свиной жир прекрасно взбивается, увеличивается в объеме. Вот так выглядит кусочек жира, который был еще не взбит, плотный и имеет другой цвет. А вот так выглядит жир, который только-только начал взбиваться. Друзья, через несколько минут после взбивания свиного жира жирок превращается вот в такую вкусную, аппетитную массу. Так скушай. Да. Теперь мы сначала вытрем все, что нападало. Так и нападало. Ну, конечно. А теперь важный секрет. Как сделать из свиного жира настоящее сливочное масло? Яичные желтки. Яичный желток содержит в себе лецитин. Благодаря лецитину жидкость в жире будет удерживаться. И я сейчас буду по очереди добавлять яичный желток и взбивать вместе с свиным жиром. Можно вже їсти. Желтки я взбил со свиным жиром, и теперь еще очень важный момент. Я беру обычную крупную каменную соль и слегка присаливаю. Совсем другое дело. Друзья, свиной жир имеет низкую температуру кристаллизации по сравнению с бараньим или говяжьим жиром. Поэтому он уже при комнатной температуре мягенький. И, соответственно, сюда нужно добавлять меньше жидкости, чтобы он был пластичным. Вот здесь у меня 25% хорошего вкусного молочка к весу жира. Сейчас я буду добавлять частями молоко и взбивать жир вместе с молоком. По чуть-чуть. Сначала на тихом ходу перемешиваю.
Когда уже хорошо видно, что вся жидкость впиталась в жир, я увеличиваю скорость кремовзбивалки. Лецитин, содержащийся в желтках, помогает удерживать жидкость в жире, и масло сливочное, которое уже получается, будет именно плотным и стабильным. Маленькая скорость. Друзья, вот это финал. Вот так выглядит домашнее вкусное сливочное масло из свиного жира. Видите? Идеальное. Вот здесь молочка не осталось. Я использовал особую пропорцию молока по отношению к жиру, чтобы все впиталось. Но здесь есть некоторые тонкости. В зависимости от того, из какой части мы будем использовать свиной жир, или это будет брюшной свиной жир, или свиная сетка, или хорошее сало, которое мы будем перетапливать, температура кристаллизации жира будет изменяться от комнатной до более высокой. Поэтому в зависимости от того, какой жир у вас есть, можно варьировать и добавление жидкости, то есть молока, в сам жир от 20% до 35%. Вкус получается очень благородный, как хороший, дорогой молочный или сливочный маргарин. Для выпечки это идеальный вариант по сравнению с покупным маргарином. Друзья, если вам понравилось мое видео, как сделать сливочное масло из свиного жира, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня – это самое спокойное место. Конечно, многие спрашивают, как хранить вот такое домашнее сливочное масло. Это специальный продукт для выпечки, поэтому сейчас я его приготовил. Все, что я хочу использовать, я буду использовать прямо сейчас в выпечке, а остальное я кладу в формочки и замораживаю. Получаются порционные пакетики по 100, 200, 300 грамм, в зависимости от того, какой объем теста вы хотите сделать. И в морозилке это вкусное сливочное масло может храниться несколько лет. Сразу, как только я приготовил сливочное масло из свиного жира, я сделал вот такие аппетитненькие маффины из самого простого теста, самый простой рецептик. Смотрите. Вот так работает идеально домашнее сливочное масло из свиного жира. Обалденно. Ой же как вкусно.